Готовим к школе по списку всех-всех-всех. И футболистов, упс, и принцесс, и даже киберспортсменов. Для всех-всех-всех ищите все-все-все к школьному сезону на Озон. Друзья, здравствуйте. У нас по традиции в августе всегда есть блок супер тем из моего пионерского детства. У нас уже были, пирамиды, кто построил, которые там зашли на несколько миллионов. Настоящая история трех мушкетеров. В прошлом августе все это было. И сегодня Атлантида. Надо сказать, я когда был пионером, впервые в пионерском лагере один из старших отрядов назывался отряд «Атланты». И они там пели песню «Атланты держат небо на каменных руках». И я думал, что же это за атланты? Почему у них каменные руки? И вообще, почему они держат небо? И потом, соответственно, у школьников, у советских была такая энциклопедия детская, называлась «Что такое, кто такой?». И открывая первый том, я всегда его читал с одного и того же места. Со статьи о таинственном острове посреди Атлантического океана. Жители его построили прекрасный город, в центре которого стоял храм бога морей Посейдона, построенный из мрамора и золота. Город, государство процветал, богател и завоевывал соседние территории, пока боги не прогневались и не наслали на него сильнейшее землетрясение, после которого остров ушел под воду. Потом наступили 90-е, и огромное количество всяких журналов, около фантастических всяких книг, брошюр про Атлантиду появилось на развалах, на книжных лотках, в книжных магазинах. Атлантида была одной из топовых конспирологических тем в 90-е. Просто не давала покоя она постсоветскому читателю. Мы, кстати, о 90-х поговорим с одним из моих гостей на фестивале чтива 30 августа на хлебзаводе. Ко мне придет Атар Кушнашвили. И мы с ним в том числе и о 90-х тоже поговорим, о мероприятии и о билетах на мероприятие. По ссылке в описании этого ролика все можно почитать. И, собственно, про Атлантиду. Да, мне, в общем, тогда совершенно не давал покоя этот вопрос. Это что, миф вообще или это правда было? Среди огромного количества мифов и легенд история Атлантиды, правда, была всегда для меня самая притягательная. Давайте мы попытаемся сегодня разобраться в этой истории и попытаемся изучить всевозможные теории об Атлантиде. Разберем известные факты об острове и пройдем по следам людей, которые на протяжении веков пытались этот остров найти. Давайте сразу оговоримся. На небылицы, вроде того, что остров уничтожили лазерами из глаз инопланетяне, мы тратить время не будем. Но о внеземном, о божественном мы все-таки поговорим. Первым, кто вообще упомянул Атлантиду, был не какой-то бульварный журналист, нет, не один дедушка другому дедушке сказал, древнегреческий философ Платон, который жил в IV-III веках до нашей эры. Он в двух своих работах, Тимеи и Критии, рассказал об этом острове. Обе работы построены в форме диалогов 4 участников, один из которых как раз Критий. Этот Критий рассказывает, что известный афинский политик Солон, который жил на 300 лет раньше Платона, ездил в древний египетский город Саис. И там от местных жрецов богини войны и охоты Нейт услышал следующую историю. Прямо за Гибралтарским проливом или Геркулесовыми столпами по Платону, примерно за 9600 лет до нашей эры находился остров Атлантида. Остров этот по размерам превосходил Северную Африку и Малую Азию. У Платона это звучит как Ливию и Азию вместе взятые. На острове располагалось могущественное царство, которое распространило свое влияние на огромные территории от Египта до северо-запада Апеннинского полуострова в Европе. Далее следует миф о происхождении правителей Атлантиды. Остров получил в свое владение никто иной, а морской бог Посейдон. Он совратил девушку, как это водится у богов, по имени Клейта, которая жила здесь с родителями. И от этой связи родилось 5 пар близнецов. Посейдон разделил территорию между этими детьми на 10 частей. А старший из близнецов по имени Атлас или Атлант стал царем. И собственно, от имени старшенького-то и пошло название острова Атлантида. Местный народ стали называть атлантами, а океан вокруг Атлантическим.
Потомки Атласа из поколения в поколение передавали власть старшему в роду. Здесь надо сделать отступление и упомянуть другую теорию происхождения названия океана, более нам знакомую. В древнегреческих мифах Атлантом звали Титана, который как раз держал на своих плечах небесный свод, тот самый Атлант, который держал небо на каменных руках. Титан был занят своей тяжелой работой в горах в Северной Африке, прямо у Гибралтарского пролива. Эти горы получили название Атлас, а древнегреческий историк Геродот использовал это название по отношению к лежащему за проливом океану. Но все-таки давайте к Платону вернемся. Значит, что нам Платон сообщает? Посейдон укрепил остров, огородив его попеременно 2 высокими земляными насыпами и 3 рвами с водой. Это сделало неприступным центр острова, увенчанный высоким холмом. На острове было все необходимое для жизни. Леса, плодородные земли, чистая питьевая вода. Платон отдельно отметил запасы таинственного металла – орехалка. По ценности этот металл уступает только золоту. Современные ученые довольно осторожно предполагают, что это могла быть латунь, но точный состав неизвестен. В лесах огромное количество животных. Особенно удивляет упоминание слонов, которые исторически вообще живут только в Африке и Юго-Восточной Азии. Значит, атланты невероятно богаты, строят храмы, дворцы, мосты, роют многочисленные каналы для судоходства. Каналы эти соединяют рвы и центральный остров диаметром около 900 метров. На нем располагается царский дворец и храм Посейдона. Оба невероятно красивые и невероятно богато украшенные. Храм 180 метров в длину и 90 в ширину. Для сравнения давайте вспомним размеры одного из 7 чудес света – храма Артемиды. 115 метров в длину и 55 метров в ширину. Значит, вся внешняя часть храма Посейдона, по легенде, выложена серебром. Потолок сделан из слоновой кости. Стены и полы выложены тем самым орехалком. Среди многочисленных статуй особо выделялось золотое изваяние Посейдона. Бог, значит, восседал на колеснице с 6 крылатыми камнями и был окружен сотней нимф, нереид. Все как любили, дорого-богато. Многие из тех, кто хотел бы стать предпринимателем, боятся начинать свое дело из-за постоянных изменений на рынке. Но если посмотреть на это с другой стороны, именно постоянная динамика открывает новые возможности для развития. И я убежден, что откладывать свои мечты о бизнесе на неопределенный срок не имеет смысла. Тем более есть банк, в котором можно найти готовые решения и инструменты для любой ниши. Т-бизнес предлагает полезные опции для бизнеса действительно в любой отрасли. Розница, стройки, грузоперевозка, IT. Регистрация в Т-бизнесе бесплатна, и весь процесс проходит онлайн. В среднем это занимает не больше недели. Вас обязательно проконсультируют по выбору организационно-правовой формы и подходящей системе налогообложения. А сразу после регистрации бизнеса вам будет доступно бесплатное обслуживание расчетного счета на первые 2 месяца на тарифе «Простой» и бесплатная онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН. И что самое важное, после регистрации вы получите доступ к огромному количеству продуктов и сервисов, с которыми можно закрыть большую часть бизнес-задач. Выбирайте сервисы и инструменты для любой отрасли в Т-бизнесе. Чтобы зарегистрировать ИП или ООО, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Ведь если свое дело, то в Т-бизнесе. Кроме Посейдона, в городе царил культ быка. Животное приносили в жертву во время важных церемоний. К этой детали мы еще вернемся. Сам остров имел, что называется, смешанный ландшафт. В центре лежала равнина площадью около 200 тысяч квадратных километров. Ну, это типа современная Республика Беларусь. Все это окружено горами, которые круто спускались к морю. На самом деле Платон достаточно подробно описывает архитектуру города и географические особенности острова. И уже здесь впервые возникает мысль: если все это сказка, ну ты что, Толкин, что ли? Зачем ты все это придумал? Зачем вообще нужны подробности для сказки, когда можно просто 2 мазками дать общую картину? Ну давайте дальше. Одна только царская часть острова могла выставить 60 тысяч воинов. А еще
как мы помним, были 9 других частей, которые принадлежали младшим ветвям правящей династии. Называется размер флота атлантов — 20 тысяч судов. Это, конечно, вызывает недоверие. Не могло быть таких флотов в то время. Но, так или иначе, понятно, что флот был большой. В целом мы видим, у атлантов мощнейшая армия, мощнейший флот, что делает, в общем, их совершенно невероятной, непобедимой силой доисторического мира. Смущает факт. 12 тысяч лет назад, согласно классической традиции, на Земле только-только начался каменный век. Люди носили каменные орудия и в качестве плавательных средств использовали плоты. Но это же ерунда, да? Интересны принципы управления государством. Каждый из 10 царей был абсолютным монархом в своей части острова и в своих действиях следовал древним предписаниям. Они были записаны, значит, в храме Посейдона на стелле из того самого бесценного орехалка. Раз в 6 лет цари собирались на совет, чтобы обсудить текущие вопросы и противоречия, если они были. Закон запрещал им вести междоусобные войны. Главную роль в военных делах играли потомки Атласа. Смертный приговор одному из членов семьи мог быть вынесен только на этом совете, если такое решение примут большинство участников. Таким образом, это была, в общем, классическая конфедерация, связанная общими родовыми связями. А конец истории, как ее начало, сказочный. Жили атланты мирно, долго и счастливо, пока их не развратило богатство. Тогда они начали завоевывать соседние народы и племена. Походы происходили успешно до тех пор, пока не столкнулись атланты с жителями Афин, которые ценой огромных потерь остановили захватчиков. На все эти бесчинства посмотрел верховный бог Зевс, который решил наказать атлантов за их алчность. В течение суток в результате невиданных наводнений и землетрясений остров ушел под воду. После себя он оставил только многочисленные илистые отмели, которые затрудняли мореплавание. Примечательно, что вместе с плохой Атлантидой в природном катаклизме погибли правильные предки греков. Это был короткий пересказ Платона. Надо сказать, что второй его рассказ «Критий», где подробно описывается остров, обрывается на середине предложения. Остается нам только гадать, специально он сделал или какие-то обстоятельства, например, смерть, помешали ему закончить это произведение. Наконец, оставшаяся часть просто растворилась во времени. К рассказу Платона мы еще вернемся, а пока давайте проведем краткий факт-чекинг. Значит, первое. Кто это такой Солон? И был ли он в Египте? Солон — один из 7 греческих мудрецов. Воин, поэт, реформатор. Он оставил большой след в истории Древней Греции. Да, примерно в 593 году до нашей эры Солон действительно на 10 лет покинул Афины, как утверждается, и в ходе путешествия посетил Египет. Был ли в это время в Египте город Саис? Стоял такой город в дельте Нила, недалеко от побережья Средиземного моря. И даже какое-то время был столицей государства. Современники отмечали, что местные жрецы отличались дикой вообще ученостью. Мало того, некоторые древнегреческие ученые осторожно предполагали, что город могли основать жители Афин до Всемирного потопа, то есть в доисторическую эпоху. И чисто теоретически какие-то там древние сведения могли сохраниться. Как легенда попала к Критию? Он объясняет все сам. Солон рассказал историю об Атлантиде его прадеду Драпиду. Тот своему сыну, который, будучи уже 90-летним старцем, сказал: внук, иди-ка сюда, расскажу тебе историю. И рассказал это внуку своему Критию. Сравнивая даты, мы видим следующее. Все участники цепочки по какой-то причине рожали детей поздно, в 30-40 лет, что тогда в те времена грекам было не свойственно. Так что мы имеем дело не с традиционным исчислением времени по векам, а по поколениям, которые у греков длились и по 30, и по 50 лет. Все это выдает искусность конструкции Платона. Теперь давайте попробуем найти другие источники эллинистической эпохи Платона. Трудно представить, что древним грекам была совершенно неизвестна легенда о таком огромном острове и государстве, которое достигло высочайшей степени развития и соприкасалось с предками жителей Афин. Пусть оно исчезло 9 тысяч лет назад, но все-таки должно что-то остаться в памяти народной. Но вот сюрприз, никто из предков
Никто из современников Платона не подтвердил его рассказ и не привел никаких дополнительных фактов о существовании Атлантиды. Тот же Геродот, которого называют отцом истории, что он нам пишет? Ничего не пишет. В самом Египте никаких сведений об этой легенде не сохранилось. В то же время младший современник Платона, историк Феопом Хиосский, относился к его работам критически. Он вообще говорил, что Платон врун и плагиатор, и даже написал пародию на диалог Крития, в котором описывается мифический остров. Более авторитетным для нас источником остается великий греческий философ Аристотель, который был учеником Платона. В своих трудах, например, в труде о небе, он излагает видение существующего мира и ни разу не упоминает Атлантиду. Где она располагалась, вообще была ли она. Только однажды он косвенно подтверждает один эпизод из рассказа своего учителя. Аристотель пишет: «Море за Геркулесовыми столпами мелко из-за ила, поэтому до сего дня не судоходное и недоступное». Кстати, существует легенда о том, как вообще появилась знаменитая фраза «Платон мне друг, но истина дороже». Якобы Аристотель таким образом ответил на вопрос о реальности Атлантиды. Маловероятно, но красиво. Древнеримские историки Плиний, Страбон уже вскользь упоминают об Атлантиде, но со ссылкой на Платона. Один только Плутарх пересказывает его историю в своем жизнеописании Салона и даже добавляет детали. Например, о желании Салона написать поэму об Атлантиде. Но, скорее всего, выдуманы эти детали для красоты повествования. Остальные античные философы либо принимали сторону Платона, как, например, Прокл Диадох, который жил через 800 лет после него, либо вообще не упоминали о мифе. Так что давайте зафиксируем факт. Древний мир не располагал дополнительными доказательствами, письменными или вещественными, о существовании Атлантиды. Уже в то время выдвигалась версия, что Платон создал понятный современникам политический миф с одной целью — показать два, по его мнению, противоположных типа правления. С одной стороны, свободные демократические Афины, с другой — развращенные властью и богатством Атлантида. В общих чертах было легко угадать главного врага греков в этой Атлантиде. Кто же это? Персия. Для обсуждения этой важнейшей темы Платон придал рассказу форму диалога 4 реальных исторических персонажей — Сократа, Тимея, Крития и Гермократа. Другой вопрос, что в реальности они бы никогда не могли встретиться. В конце концов, затея Платона удалась. Небольшие фрагменты о затонувшем острове стали обсуждать. Другой вопрос, что не в том контексте, который изначально закладывал автор. Можно предположить, что он придумал историю Атлантиды на основе отдельных реальных фактов, как современный научный фантаст. Например, в его время люди уже догадывались, что океан — это не божественная стихия, а огромная водная территория, на которой могут находиться любые географические объекты. Даже расположение столицы и способ ведения сельского хозяйства на Атлантиде Платон взял из научных сочинений. И образ жизни самих атлантов он, конечно, мог позаимствовать у реальных народов. Остальные факты допридумать. В какой-то степени, в общем, Платона мы можем с вами назвать отцом научной фантастики. Талант Платона заключался в том, что много веков спустя люди продолжают спорить о правдивости его рассказов. Настолько убедительны приведенные факты и детали. Да и слишком много общего у Атлантиды будет с различными мировыми цивилизациями. От мифов до архитектуры. Так что Платона можно считать, в общем, еще и визионером, как сейчас бы сказали. Тем временем окончился греко-римский период, а Атлантида с исторических радаров пропала, типа на 1000 лет. Труды Платона, конечно, не сгорели, но потерялись. Эпоха политических потрясений, средние века, сами понимаете. Потом христианские ученые перевели их на латынь и читали как образец древнегреческой философии. Но история об Атлантиде, как хорошее вино, вызревала. Время ее пришло на заре эпохи великих географических открытий. В 1484 году поклонник Платона, итальянский ученый Марсилио Фичино, переводит полное собрание сочинений философов, переводит и издает, и возрождает интерес к обсуждению Атлантиды. Он в целом соглашается с Платоном и делает вывод, что нанести остров на карту невозможно. Но уже через 8 лет появляется Колумб. Он отправляется на поиски западного пути в Индию и в какой-то мере, следуя подсказкам Аристотеля о шарообразности Земли, находит новый континент — Америку. И вот здесь стоит процитировать французского историка Пьера Видаля Наке. Он отмечает, что
поезд Атлантиды в этот момент развел пары, тронулся и с тех пор больше не останавливался. В Тимее Платон писал следующее. С Атлантиды тогдашним путешественникам было легко перебраться на другие острова, а с островов на весь противолежащий материк. Из этих строк поклонники мифа сделали такой вывод. Древние греки знали о существовании огромного континента за океаном. У атлантов была реальная возможность туда добраться. Поэтому почти сразу после того, как Колумб открыл Америку, ее начали сравнивать с Атлантидой. Первое и наиболее известное сравнение было сделано с цивилизацией ацтеков на территории Мексики, которую в 1521 году захватил Кортес. Мы о конкистадорах сделали выпуск, посмотрите, если вы вдруг его еще не видели. Так вот, к моменту прихода испанцев ацтеки были уже довольно развитой цивилизацией. Инженерное и строительное искусство, пиктографическое письмо, система ирригации, четко структурированная политическая система, очень сложная религия с целым пантеоном богов. Столица империи очень напоминала описание Атлантиды. Она была построена на острове и окружена многочисленными каналами, которые одновременно служили защитными сооружениями и транспортными артериями. Пирамиды, которые выполняли функцию храмов, напоминали аналогичные сооружения что в Междуречье, что в Египте, что теоретически могло служить доказательством, а не одни и те же люди ли построили эти пирамиды. Еще в защиту этой теории говорит миф ацтеков о Кецалькоатле, полубог, получеловек. Это кто такой, по описанию? Белокожий, голубоглазый блондин, который приплыл на лодке с востока и научил ацтеков всему, что они умеют. Ну, похоже, что один из атлантов, который выжил после землетрясения. К сожалению, испанцы полностью разрушили столицу ацтеков, уничтожили их письменные источники. Так что в том, что касается уровня развития индейской культуры, нам остается только верить воспоминаниям самих конкистадоров. Через 30 лет после падения империи ацтеков испанский священник Франциско Лопес де Гомара решил связать воедино некоторые факты. Один из них состоит в том, что вода на языке индейцев обозначается словом «атль». Еще он заметил, что топография Атлантического побережья Америки точно соответствует описанию Платона. Позднее сторонники Атлантиды пошли дальше и связали ее с легендарной родиной ацтеков – Ацтланом, что означает «остров журавлей» или «белый остров». Нам точно неизвестно, почему индейцы покинули свою родину. Предания предполагают, что люди бежали то ли от наводнения, то ли от тиранической власти вождя. Современные исследователи считают, что прародина ацтеков находилась в самой Мексике, но версия все равно красивая. Друзья, у меня в руках новый выпуск журнала «Чтиво», который мы посвятили ночи. Редакции стало интересно, а что, собственно, происходит по ночам? Так уж исторически сложилось, что ночь – это время вурдалаков, поэтов и лихих людей. Именно в эти часы можно увидеть мир настоящим, восхитительным и жутковатым. И найти ответы на множество интересующих нас вопросов. Кто написал «1001 ночь»? Кого боялись наши предки, когда заходило солнце? Как проходили главные вечеринки в истории человечества? Наконец, кто зарабатывает в темное время суток и чем по ночам живут мегаполисы? На обложке нового номера Константин Хабенский, один из главных актеров нашей страны. Мы обсудили, что происходит в театре по ночам и как театру соревноваться с другими современными развлечениями. Кроме этого, я взял интервью у вокалиста группы «Бонд с кнопкой». Часть интервью в журнале, часть интервью на сайте. Дальше мы пригласили колумнистов, которые вспомнили, как вели бизнес по ночам в 90-е и ответили, в частности, на важнейший вопрос: где и что есть после 12. Как я написал в колонке главного редактора, нет ничего более пугающего и притягательного, чем ночь. С раннего детства нам хочется набраться смелости, открыть дверь и шагнуть во тьму. И я приглашаю вас сделать этот шаг вместе с нами и с новым номером журнала «Чтиво». Здесь давайте сделаем еще одно отступление. Легенды о глобальном потопе, который покрыл всю Землю, распространены во всех частях света. От Китая до Америки. Ну, типа 250 сказаний. Наиболее известный из них — это, безусловно, библейский потоп.
Так вот, общий элемент всех мифов – это причина потопа. Боги наказали живущих на земле людей за различные прегрешения. Сценарий гибели Атлантиды в точности повторяет этот миф. Но если атланты невероятным образом оказались в Америке, принимали участие в создании цивилизации ацтеков, то почему это не коснулось других индийских культур? Сторонники Атлантиды считают, что коснулось. На одной из стел майя обнаружено изображение животных, отдаленно напоминающих слонов. Как известно, слоны в Америке не живут. А значит что, индейцам об этом кто-то рассказал? Пришельцы с другого континента, например, атланты. Как мы помним, на Атлантиде тоже были слоны. Некоторые фанаты легенды переносят Атлантиду на другой конец континента, к инкам, на плато Альтиплана в южноамериканских Андах. Они утверждают, что вот это плато, размер его и расположение точно соответствует описанию Платона. Как Платон знал о Мексике, умалчивается. Плато имеет прямоугольную форму, окружено горами, а в центре опять холм. А еще у инков, как и у ацтеков, тоже очень развитая культура. Они тоже строят пирамиды, строят здания из кирпича. Находится даже объяснение природному катаклизму, который поглотил Атлантиду. Повышение воды в горном озере в результате землетрясения. Примерно в то же время, что и книга «Гомеры», появляется сочинение под названием «Рассуждения рыцаря сэра Хэмфри Гилберта в доказательство существования северо-западного прохода в Китай и Индию». По мнению автора, Америка и есть та самая Атлантида, о которой писали античные философы. А раз уж Атлантида — это остров, то и на севере Атлантики должен быть пролив, похожий на тот, что на юге открыл Магеллан. Впрочем, пролив Гилберт так и не нашел, он погиб во время кораблекрушения у Азорских островов. Знаменитый французский философ Мишель Монтень, всем его рекомендую, цитировал рассказ Платона в своей знаменитой книге «Опыты». Француз допускал правдивость отдельных фактов, но отказывался верить, что Атлантида и Америка — это одно и то же. Новое направление в поисках Атлантиды указал ботаник 17 века Улов Рудбек. Главное его сочинение так и называлось «Атлантида». И он перенес ее на свою родину, в Швецию. Ну, удобно же. Ученый заявил, что при помощи Эдды, мы упоминали о Эдде в нашем выпуске про викингов, он нашел руины столицы Атлантиды возле древнего города Упсалы. А древние готы, то есть шведы, и есть атланты, которые в доисторические времена покорили Европу. Ну, подобные энтузиасты, как правило, на малом не останавливаются, и Рудбек тоже не остановился. В своем опусе он пришел к громкому выводу: Швеция — колыбель человечества, которая дала миру все основные культурные и технические достижения. Интересно, что сторонники его теории находились даже в начале 20 века. Еще один человек, известный немецкий ученый-энциклопедист Афанасий Кирхер. Вот к его сочинениям надо бы отнестись внимательно. Он много областей исследовал, от физики до египтологии. К моменту его рождения вопрос об Атлантиде изучали уже порядка 2000 лет. Тем не менее, Кирхер стал первым, кто опубликовал карту огромного острова. Произошло это в 1664 году. А где же он ее взял? По утверждению ученого, эта карта хранилась в архиве Ватикана и была единственным сохранившимся со времен древнего мира экземпляром. Немец предположил, что остатками Атлантиды могут быть Азорские или Канарские острова. По его мнению, коренные жители Канар, гуанчи, светлокожие блондины, были потомками тех самых атлантов. Подробнее об этих версиях мы чуть позже поговорим. А вот что касается утверждений Кирхера, то к ним можно и нужно относиться с большой долей недоверия. Хотя бы по той причине, что среди других его работ есть расчеты, например, размера Ноева ковчега. Или, например, доказательств того факта, что если бы Вавилонская башня была построена, она перевернула бы землю. Версию эту развил итальянский граф Джованни Ринальдо Карли. Он верил, что Атлантида существовала как большой остров или даже континент посреди Атлантического океана. И действительно он утонул, потому что, значит, Земля столкнулась с кометой, орбита Земли изменилась, и дальше начались всякие наводнения и землетрясения. В качестве доказательства своей теории Карли указывал на окаменелости доисторических морских животных, которых находили на суше. Это типа и есть подтверждение, что в истории планеты такие события не редкость. Говорят, что даже Вольтер, убежденный материалист, трясся от смеха, когда ему пересказывали эти теории.
и справедливо задавал один и тот же вопрос. Но почему же никто до сих пор не нашел явных доказательств существования такой могущественной цивилизации, как атланты, кроме неудержимых фанатиков? Ну а что в России, спросите вы? Тема Атлантиды ведь не обошла и русских исследователей. В 1854 году русский ученый, путешественник и, на секундочку, министр народного просвещения Российской империи Авраам Норов написал небольшой научный труд «Исследование об Атлантиде». Тщательно изучив множество источников, он твердо определил местоположение острова. Вот что пишет Норов. Атлантида, по нашему предположению, занимала все пространство Средиземного моря, от острова Кипр до Сицилии. Как оказалось, он правильно указал месторасположение объекта, судьба которого с большой долей вероятности послужила примером для Платона. Но что за невероятный катаклизм мог привести к затоплению такого гигантского острова? В 1996 году американские геологи Уильям Райт и Уолтер Питман сформулировали теорию, согласно которой таяние ледников вызвало катастрофический подъем уровня Мирового океана. В результате была затоплена огромная территория – 155 тысяч квадратных километров. А на месте пролива Босфор образовался мощнейший водопад. Он переливал воду из Средиземного моря в пресноводное озеро, которое стало Черным морем. Это и стало основой мифов о всемирном потопе, который навсегда изменил географию приморских территорий. Тогда, по мнению авторов, и была затоплена равнинная часть Атлантиды, а горная осталась в виде островов Сардиния и Корсика. Гипотезу Черноморского потопа не раз критиковали, но в целом существенный подъем уровня моря за последние 7-8 тысяч лет – это твердый факт. Но давайте вернемся в век XIX. Мы подходим к ключевому моменту в поисках Атлантиды. Один малоизвестный американский политик и писатель собрал воедино все известные теории об Атлантиде. Его звали Игнатиус Лойола Доннелли. Он основоположник новой науки, которая сегодня нам известна как атлантология. Игнатиус – потомок ирландских эмигрантов. Назвали его в честь основателя, одного из героев наших выпусков, Игнатия Лойолы, создателя ордена иезуитов. В 1882 году заканчивает американец публичную карьеру и публикует книгу «Атлантида. Мир до потопа». Книга сразу становится хитярой, мировым бестселлером. Автор утверждает, что стиль изложения и фактический материал Платона говорит о том, что это не сказка, а достоверная история. Доннелли пишет: это правдивая история народа, которым правили могучие цари. Какие основные тезисы приводит автор, кроме платоновских? Атлантида – это колыбель древних цивилизаций и первоисточник знаний о строительном искусстве, инженерном деле, письменности, медицине и астрономии. Боги древних народов были правителями и героями Атлантиды, а мифы о них – это сбивчивые воспоминания о реальных событиях, которые вот так вот искаженно дошли до нас через века. В мифологии египтян, в мифологии инков сохранилась исходная религия атлантов – поклонение Солнцу. Мифы о потопе у разных народов – это воспоминания о разрушении колыбели Атлантиды. Древний Египет был, по ближайшей по времени к атлантам, древнейшей цивилизацией. Наконец, некоторые атланты действительно спаслись, и они разнесли свои достижения по Европе и Америке. Где же Доннелли расположил остров? Он был полностью согласен с Платоном и с его утверждением, что Атлантида находилась за Геркулесовыми столпами в открытом океане. Он поддержал версию Кирхера о том, что Азорские острова – это последние следы мифического острова на поверхности воды. Эти выводы он сделал, исходя из известных в то время геологических сведений о том, что Азорские острова – это высшая точка Срединно-Атлантического хребта. Кроме того, на плато Азор существуют горячие и холодные источники. О них ведь писал Платон. На островах нашли монеты, которые археологи отнесли к финикийской культуре, а Доннелли считает, что монеты эти принадлежали атлантам. Автор не забыл и про Канары. Эти острова он тоже считает остатками Атлантиды, хотя между Канарами и Азорами почти 1500 километров. Здесь в качестве доказательств он привел мумии народа гуанчи. Они были забальзамированы по методу, схожему с Древним Египтом. Еще американец указал на наличие пирамид, главного наследия Атлантиды. В этих пирамидах гуанчи поклонялись Солнцу.
Ну, в общем, для поиска доказательств существования Атлантиды Игнатиус использовал любые мыслимые сведения из самых разных областей. Часто откровенно притягивал их за уши. Теперь давайте отойдем от предположений Доннелли и пройдемся по фактам. Азорские острова возникли в результате деятельности подводных вулканов. Возраст несколько миллионов лет, то есть они появились гораздо раньше, чем Атлантида. Согласно последним исследованиям, пирамиды на Канарских островах сооружали местные фермеры вплоть до 19 века, чтобы таким образом обозначать границы своих участков. Вообще-то, в тексте Платона нет прямого упоминания пирамид. Кроме того, архитектура и назначение этих сооружений в Старом и Новом Свете значительно отличаются. Так что эти и многие другие доказательства американского писателя легко опровергаются. Но тем не менее, книга Доннелли выдержала 50 переизданий. Она задала мощнейший импульс для исследования Атлантиды на годы вперед. В тот же период, пока Игнатиус готовил свою книгу, еще один наш герой, Генрих Шлиман, занимался раскопками на турецком холме Гисарлык. После долгих лет, как вы знаете из выпуска, он есть у нас на канале, нашел он там Трою Гомеровскую. Среди любителей сенсаций сразу появилась гипотеза. Это и есть Атлантида платоновская. Согласно новой версии, сражения между жителями Афин и атлантами были той самой Троянской войной из Илиады Гомера. Географическое расположение, архитектура города – все это похоже на столицу атлантов. Кроме того, Турция же всегда отличалась сейсмической активностью. Действительно могло бы там быть разрушительное землетрясение. Но главная историческая сенсация ждала мир в начале нового века. В 1900 году английский археолог Артур Эванс ведет раскопки на Крите и открывает Минойскую цивилизацию, которая существовала с 27 по 15 век до нашей эры. Мощное морское государство, очень развитое сельское хозяйство, ремесла, торговля. Минойцы – прекрасные строители. Главным доказательством этого факта остается знаменитый Кносский дворец с его лабиринтом. У минойцев была сильная армия, с помощью которой они основали многочисленные колонии на ближайших островах и даже на континенте, в Греции. Они были отличными моряками и, вероятно, могли доходить до северного побережья Черного моря. Однако около 1610 года до нашей эры на расположенном в 120 от Крита острове Тира произошло невероятное извержение вулкана Санторин. По мощности оно было равно взрыву примерно 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Остатки пепла от этого извержения позже были найдены не только на Крите, но и в Египте и в Малой Азии. Кроме того, чудовищный взрыв вызвал мощнейшее цунами, которое стало еще одним, но уже совершенно реальным прообразом Великого потопа. Катаклизм нанес серьезнейший удар по Минойскому государству. И если не уничтожил его полностью, как считают некоторые ученые, то, безусловно, негативно сказался на его дальнейшей судьбе. И вот здесь, кажется, нашелся реальный кандидат на настоящую Атлантиду. Давайте сравним. Оба государства были колониальными державами с сильным флотом и сильной армией. Минойцы, как и атланты, воевали с греками и проиграли. Кроме того, расположение дворцовых комплексов на Крите позволяет предположить, что государство было конфедерацией царств, как и Атлантида. На Крите был распространен культ быка. Ну давайте вспомним легендарного мифического Минотавра. И это тоже отсылка к атлантам. И, наконец, оба государства пострадали от одного и того же природного катаклизма. Вроде бы все сходится. Но есть важнейшее «но». Древние греки были хорошо знакомы с минойской цивилизацией, которая существовала значительно позже периода, указанного Платоном. Есть археологические находки, которые подтверждают жизнь на Крите и после извержения вулкана, что противоречит тезису о полном затоплении острова. Тогда какой смысл вообще Платону переделывать реальную историю о Крите в фантастическую басню об Атлантиде? Вопросы и сомнения. Но атлантологи не успокаивались. Никому из них не хотелось упускать такие веские подтверждения своей теории. Если Крит не подходит, давайте обратимся к тому самому острову Тира, где расположен вулкан. В результате взрыва возникла огромная котловина диаметром 14 километров. Она была заполнена водой, и один большой остров превратился в несколько маленьких, которые сегодня нам известны как туристическая жемчужина Санторини. В
1967 году на Тире было обнаружено древнее минойское поселение Акротире. Как и Помпеи, погребено под толстым слоем пепла и очень хорошо сохранилось. Но во время раскопок ученые не обнаружили ни единого тела, вообще ни единого следа людей. И значит, извержение не было внезапным. Население успело остров покинуть. Это противоречит основному драматическому эпизоду из рассказа Платона о том, что жители Атлантиды моментально погибли. История эта заинтересовала другого выдающегося путешественника Жака Ива Кусто. Он с командой отправился к греческим островам, чтобы найти Атлантиду. В течение года Кусто исследовал морские глубины у берегов Тира и других островов, искал затонувший город. У берегов острова Дия ему удалось найти затонувший Минойский порт с укреплениями, построенными из гигантских каменных блоков. Никаких доказательств реальности мифа найти не удалось, хотя экспедицию эту активно освещала пресса, и это снова подстегнуло интерес к Атлантиде. В 1927 году, это теперь еще одна следующая версия, британский философ и исследователь творчества Платона Альфред Эдвард Тейлор высказал вот такую гипотезу. В рассказе об Атлантиде Платон использовал факты из истории реального города Гилики. Город располагался в Каринфском заливе в Западной Греции. Это была богатая, преуспевающая метрополия, которая возглавляла Первый Ахейский союз 12 городов-государств. Храм и святилище геликонского Посейдона был известен вообще по всей классической Греции. По уровню популярности с ним мог соперничать только Дельфийский оракул. Гилика разрушена землетрясением и 10-метровым цунами примерно в 373 году до нашей эры. Что получается? Это примерно за 13 лет до того, как Платон написал Тимея. И да, древний мир приписывал катастрофу гневу морского бога. Когда на следующее утро уцелевшие жители вернулись в некогда великий город, нашли они торчащие из воды верхушки деревьев из священного леса Посейдона. За 2 с лишним тысячи лет история стерла память о месте нахождения города. Но в отличие от Атлантиды, город нашли в 2001 году. Интересно, что Гилику искали в заливе, а нашли на суше. Многометровый слой ила, который с течением времени нанес морской прилив. Возможно, для своего рассказа Платон действительно взял какие-то реальные факты из этой истории. Ну а мы давайте ненадолго вернемся к российским, а точнее к советским поклонникам платоновского мифа. Главный из них по праву известный ученый-химик Николай Феодосиевич Жиров. В 1964 году он издает свою главную работу, книгу под названием «Атлантида. Основные проблемы атлантологии». Книга эта до сих пор не имеет себе равных по охвату фактического материала и по-прежнему считается настольной книгой для тех, кто ищет Атлантиду. Жиров был уверен в реальности Атлантиды. Он рассмотрел 9 морских и 16 континентальных вариантов расположения Атлантиды. Он поддержал теорию Кирхера, который расположил государство в районе Азорских островов. Он считал, что остров, а точнее даже вытянутый материк, опустился большей частью под воду в результате тектонических изменений земной коры. И произошло это между 9000 и 8000 годами до нашей эры. Кроме того, ученый рассматривал другие версии гибели Атлантиды, например, метеорит. И в качестве доказательства своей теории он приводит многочисленные факты. В 1974 году научно-исследовательское судно МГУ «Академик Петровский» вело съемку подводной горы Ампер, которая расположена в Атлантическом океане примерно в 470 километрах к западу от Марокко. На глубине 80 метров исследователи нашли вроде как свидетельство существования древней цивилизации, которая была разрушена катаклизмом и опустилась под воду. На снимках были опознаны останки стен, останки лестниц. Это вызвало настоящую сенсацию. Но вскоре выяснилось, что рельеф горы имеет естественное происхождение. Надо сказать, что сегодняшние познания наши в геологии и сейсмологии позволяют точно определить одно. Материал земной коры, который образует континенты и континентальный шлейф, отличаются от породы, слагающей океанское дно. И многочисленные исследования попросту исключают существование затонувшего острова или даже материка посреди любого из океанов, а не только Атлантического. Как сказал
один из ученых в ходе дискуссии об Атлантиде: даже если призвать внеземные силы для объяснения, как большой остров был уничтожен в результате катаклизма, это не поможет. Геолог сможет опознать его останки. В самом начале сегодняшнего выпуска мы договорились, что не будем обсуждать откровенную фантастику. Но вспомнить одну из таких историй мы все-таки должны. Речь пойдет о Лемурии, вымышленном континенте, который якобы располагался в Индийском океане и затонул опять же в результате катаклизма. Странное название произошло от обезьян лемуров. Сторонники этой гипотезы в 60-х годах 19 века обратили внимание, что лемуры водились не только на Мадагаскаре, но и в Южной Индии, на Шри-Ланке и на островах Юго-Восточной Азии. Из этого был сделан вывод, что когда-то в этом районе существовал материк, который соединял места обитания лемуров. С научной точки зрения эта гипотеза была опровергнута довольно быстро, но в дело включились оккультисты или проводники скрытых знаний. Они стали очень популярными в интеллектуальной среде на рубеже 19-20 веков. У теории существования лемуров неожиданно оказалась еще одна защитница, известная мистификаторша Елена Блаватская. В 1888 году она издает главное свое сочинение «Тайную доктрину». Труд основан на копии некой древней и тайной книги из Тибета. Подписывайтесь на наш платный телеграм-канал, мы вам расскажем. Вы понимаете, да? К Блаватской отношение более чем скептическое было у всех, но интеллектуальные круги не только в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке вообще фанатели от нее. Так вот, Блаватская убеждала своих последователей, что оригинал книги этой был написан в Атлантиде. И согласно ее теории, эволюционный путь человечества проходит через 7 коренных рас, где мы, человеки, 5-я раса, а наши прямые предки лемурийцы, это 3-я раса. Они выглядели как обезьяноподобные гуманоиды, были гермафродитами и откладывали яйца. Некоторые из них имели 2 пары рук и 3-й глаз на затылке. Дальше, наверное, мы продолжать, конечно, не будем. Это все-таки больше подходит в рассказ про область клинической психиатрии. Но, тем не менее. Давайте под конец выпуска кратко пройдемся по последним событиям, связанным с Атлантидой. В последнее время легендарный остров ищут в Карибском море. Там, у берегов Бимини, это один из островов Багамского архипелага, в 60-х годах были обнаружены сотни квадратных и прямоугольных каменных плит, а также вымощенные ими дороги и сооружения. В том же районе берегов Кубы на глубине 700 метров были найдены подводные пирамиды и сфинксы. По утверждениям ученых-атлантологов, они были построены 10 тысяч лет назад. Буквально в этом году у побережья Кадиса на юге Испании были обнаружены затопленные загадочные сооружения, а именно стены высотой больше 6 метров, которые окружают прямоугольные руины. Их описание якобы соответствует храму Посейдона из рассказов Платона. Как мы видим, легенда об Атлантиде на удивление популярна и в наши дни. И я уверен, что она еще долго будет волновать умы, несмотря на то, что современная наука методично развенчивает одну теорию за другой. За сотни лет мир увидел тысячи книг, статей, выступлений, фильмов, посвященных этой теме. Сегодня география возможного расположения Атлантиды простирается от Индии до Боливии. Средиземноморская версия извержения вулкана Санторин считается наиболее близкой по хронологии и деталям. Но все равно общее мнение научных специалистов не меняется. Атлантиды не было. Это просто красивая фантазия древнегреческого ученого. Но история, написанная им 2400 лет назад, настолько натуральная, настолько живая и привлекательная, что желающих покопаться в ней долго еще будет хоть отбавляй. И как сказал бы мой хороший знакомый один, тоже философ, а кто мы такие, чтобы не верить старику Платону? С другой стороны, Атлантиды, конечно, не существовало, а пирамиды в разных частях света, похожие друг на друга, есть. И легенда о потопе в разных частях света одинаковая. Совпадение? Давайте сами решайте, совпадение или нет. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите уроки истории. Если вы еще не подписаны на канал, сделайте это. У нас много выпусков, и мы готовим большой сентябрьский лайнап. Там будет много-много всяких интересных историй.